Друзья, всех приветствую. 120-й Прадо в работе. Рустем, у тебя какой пробег получается на нем? 202. Так, вот 202 тысячи пробега. В общем, смысл в чем? Сейчас зима началась, морозы. Пошел у нас скрип с передней части при вращении рулем. Соответственно, это у нас либо нижний шар скрипит, либо верхний шар скрипит. Похожая ситуация была по левой стороне. Я на тот момент предполагал, что скрипит нижний шар, потому что когда скрип идет, он, получается, по металлической части замыкается нижний с верхним. И точно непонятно, что конкретно скрипит. Более вероятно, что нижний. Поменяли низ, скрип остался. В общем, оказалось, что скрипел верхний шар. Поэтому у нас по левой стороне сейчас два шара новых стоят. По этой теме мы вопрос закрыли. Сейчас у нас скрип с правой стороны. Верхний шар мы недавно поменяли, там 3 пятерки стоит. Вроде должно быть все нормально. Новые шары обычно не скрипели никогда у меня в практике. Поэтому разобрал нижний шар, скинул пыльник. В принципе, люфта как такового в нем практически нету, сидит все хорошо. Смазка была под пыльником, но присутствовали следы, получается, коррозии. В общем, все почистили. Сейчас я набил сюда смазки. Владелец поедет на тестовую эксплуатацию и в комментариях уже напишет. Если скрип у нас уйдет, соответственно, значит вопрос у нас по нижнему шару остался. Поэтому берем на заметку и будьте внимательны, не всегда скрип идет с нижнего шара. Предупреждаю, что, возможно, скрип будет и на верхнем шаре. Поэтому будьте внимательны, будьте бдительны. Не всегда однозначно получается и вот этот момент скрипа определить. Вешали микрофончики на два шара. Вот такого типа. Стук-тест заказывал в интернете. Через FM-радио подключаем и, получается, можем слушать две детали одновременно. И в итоге что получается? Вывел звук на динамике, и когда скрип идет, идет скрип с двух сторон, как бы и по низу, и по верху. То есть еще раз говорю, что у нас вот эта часть металлическая, она как бы замкнутая получается. И вот этот звук скрипа, он гуляет вот так вот, сверху вниз, снизу вверх. Поэтому, чтобы 100% все понять, определить, ну, наверное, иногда будет полезно что-то подразобрать, вот так вот живьем все пощупать, чтобы не поменять хорошее на новое. В общем, берем на заметку, владелец отпишется по мере эксплуатации, что происходит, ну и дальше уже сделаем какие-то выводы. Самый оптимальный вариант — менять рычаг в сборе, если проблема по шару, потому что оригинал есть оригинал, это надежно. Но с учетом нашего сейчас курса бакса и ситуации в стране, как вариант, 3 пятерки шары имеют место быть, ну, либо CTR, например. CTR-ки, честно скажу, пока не пробовал, но 3 пятерки более-менее бегают за свои там копеечные деньги. Ну, раз в 30-50 тысяч, если вы поменяете шар, в принципе, это, я считаю, нормально будет, очень бюджетно. В общем, всех благодарю за внимание и всем удачи.